Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 3 по 9 июня. Давайте узнаем, что думают карты для вашего знака зодиака. Что будет на предстоящей неделе для вас важным? Или чем вам придется заниматься? Это будет первый вопрос и первая карта, что важно знать. Возможно, сфера жизни, которая наиболее активно будет проигрываться у вас в это время с 3 по 9 июня. Итак, что же важно знать для стрельцов? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, энергия денег, личная жизнь. Что же важно? Баланс, как и внутренний баланс, так и может быть финансовый баланс. По этой карте мы как будто обойдемся 2 пентаклями. Не предполагает эта неделя крупных трат. Обычные траты, банальные, которые мы осуществляем, как всегда, но все же по 2 пентаклей, может быть, придется с кем-то договариваться. Все зависит, конечно, от ваших планов, но это карта дуальности, и как совет сразу идет: будь дипломатом. Рассмотри какие-то разные варианты. Если, правда, вы стоите на выборе, вроде бы как выбор-то сделать придется, смотря что вы хотите решить. Но не заблуждаться где-то, это будет важно. Раз, правильно распределить средства. Два, и увидеть новые возможности. Может быть, и есть такая ситуация в вашей жизни, когда вам придется договариваться. И это в том контексте, когда придется быть дипломатом. Давайте посмотрим неожиданности. Карта не крупная. А у вас, вы знаете, вы как темп набираете. Перед вами новые возможности. И если мы рассматриваем как карта выбора 2 пентаклей, когда мы никак не можем принять какое-то решение. Может быть, это и не такой крупный вопрос. Все-таки с 2 пентаклей у нас начинается, а 3 пентаклей как раз говорит о чем? Какая-то часть вашей жизни, эпоха, назовите, или жизненный этап подходит к концу. Прекрасная карта обучения. И нам показаны трое, которые плетут светофор. И вот уже последние стежки, и светофор будет закончен. О чем нам говорит эта карта? Зеленый свет, буквально. И у вас в неожиданностях возможности реализовать конкретно свой план, мечту, но при этом быть очень аккуратным. Может быть, для кого-то держать руку на пульсе финансов в первую очередь, потому что у вас обе карты финансовые. Или перед тем, как, мои дорогие, на что-то согласиться, что в конечном итоге будет тоже означать финансы. Просчитайте какую-то финансовую свою ситуацию, стратегию, тактику. Или перед тем, как вложить, может быть, куда-то средства, тоже следует изучить вопрос прибыль, дивиденды. По 3 пентаклей мы учимся. И для кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, будет конкретно сдача экзамена на этой неделе. Вполне вероятно. А у кого-то это жизненный экзамен мы проходим. И, может быть, стоит на повестке недели о смене работы вопрос. Или вы бы хотели, вы окончательно можете, кстати, сориентироваться на этой неделе. Даже если прежде не было таких планов, а тут вы можете решить, что я теперь буду строить карьеру. Отчасти подтолкнет вас к такому решению. Какой-то финансовый вопрос или финансовая брешь мне надоело. Из нуля в рогожечку у кого-то будет так. И вы понимаете, что да, будет новая должность, будут другие финансы. А кто-то из вас подумает о том, что дополнительный доход или вторая работа, вот тут тоже может быть такое. Или по части денег вам нужно принять важное решение на этой неделе тоже. Именно чтобы на последующий период времени для вас что-то было определено и более надежно. Но если вы, правда, у кого совпадает с тем, что я решил учиться, может быть, это онлайн-курсы или любые знания, которые вы вложите в себя, как инвестиции в себя, об этом тоже нам говорит карта,
Так вот, эти самые инвестиции принесут вам чудесные плоды, потому что то, что мы вкладываем в себя, именно эта неделя, как начало, в последующем принесет как раз финансовый доход тоже. Не будет просто ради любопытства какого-то изучения, а эти знания вам пригодятся на практике. Чему сейчас не время? Оттягивать с каким-то решением или оттягивать с каким-то началом, думать, что я подожду, или само как-то вот оно разберется, вырастет, или, может быть, по части дивидендов, кстати. Если вы думаете о пассивном доходе, значит, это только называется пассивный доход. Все должно идти в рост. Или прикладывать вам придется какие-то свои усилия, корректировать, что-то изучать вполне вероятно, или принимать в чем-то участие, мои дорогие. Но не время думать, что произойдет именно что-то само. Я подожду, а оно отстроится. Или буквально пойдет в рост, если мы говорим про деньги. У вас 3 пентаклевые карты. Нет, все-таки. Может быть, изучить, как вам приложить правильно усилия. Или, может, это вы трейдингом занимаетесь, значит, дополнительно надо добавить знаний. Может быть, не все нюансы, тонкости вы еще изучили, знаете. Или если вы сдаете экзамен буквально, ну, значит, не думать, что вот я как новый специалист, я теперь абсолютно в себе уверен, это прекрасно, и что мне все будут рады. Вот, мои дорогие стрельцы, все-таки чему сейчас не время? Когда мы практически ничего не предпринимаем, а просто отдаем свою судьбу на волю случая. Нет, карта говорит, вот этому не время. Нельзя расслабиться в целом. Что же вам помогает? 15-й старший аркан. Когда мы хотим больше денег, нам это помогает. Нам помогает, когда мы не попадаемся в ловушку 15-му старшему аркану. Всегда по этой карте я говорю, не делайте ничего чересчур. Не делайте того, что противоречит закону. И вообще легкие деньги опасны. Как и в 2024 году, так и на последующий период времени. Помним Плутон, Водолея. И пусть вы прежде какую-то схему использовали или участвовали в чем-то, так вот теперь эти серые схемы не прокатят. Может быть, если прежде прокатило, ну вот такое выражение, надеюсь, вы меня понимаете, то сейчас смена эпох. Может быть, на первом этапе вы будете видеть, да, все тихо, спокойно, а пройдет лет 5, и какая-то обратка может прилететь. Вот будьте внимательны, правда, с учетом того, что у вас предыдущие карты именно пентаклевые, и выпадает 15-й старший аркан. Да, как будто деньги мы получаем. Или нам хватает усилий осуществить какую-то свою мечту. Но ведь тут весь фокус в том, чтобы не попасть в игру к 15-му аркану и не превратиться в марионетку. Когда уже нами дергают, и мы словно вынуждены, мы с чем-то могли прежде согласиться или неправильную траекторию выбрать, а теперь нам ничего не остается, как продолжить. Или когда нам придется защищать самих себя. Карта помогает, или энергии, точнее, карты нам говорят, что вы себя чувствуете сейчас ресурсными. Безусловно, это помогает. Для кого-то из вас это вопросы страсти или желания, может быть с конкретным человеком. И вам нужно подвести под итог какие-то прежние отношения. Хоть у нас и пентакли, но, может быть, отношения еще не закончены или не проведены важные разговоры и не достигнуты какие-то консенсусы в плане имущества, денег, финансов. Может быть, у кого-то вопросы, связанные с детьми. Дипломатия вам помогает, это точно. Дипломатия в первую очередь в отношении самого себя, чтобы понимать, к примеру, что те обстоятельства, которые меня теперь окружают, они могут измениться. Финансовая траектория моего успеха тоже может меняться. Вдобавок могут быть какие-то обстоятельства внешние, которые тоже вас вынудят как-то изменить свои намерения, цели. Вам помогает, повторяюсь в очередной раз, 15-й аркан в плане вашей физической формы или в плане самоуверенности, но это прекрасное чувство не должно
перейти в самонадеянность, и об этом тоже говорит 15-й аркан. Что скрыто? Вот, наверное, все то, что я долго сейчас говорила по 5 мечей, это первая победа. Да, победу мы получаем, но она нам не приносит радости. Не должно быть какого-то конфликта. Дипломатом быть стоит. Лучше со всеми договориться или, мои дорогие стрельцы, в каком-то вопросе промолчать, чем устроить к себе конфронтацию или пытаться кому-то что-то доказывать. Лучше отойти в тень за кулисы или отступить полшага назад. Назовите это как угодно. Мы не должны допустить, чтобы человек, который попросту не согласен с нами по тем или иным вопросам, превратился в недоброжелателя. Каким-то образом предотвратить последующее осложнение или последующее, вот как первая победа. Победа есть, но от нее больше проблем, нежели наслаждение, может быть и так. Дела, работа, бизнес. У вас все идет в гору, правда. Тут может быть, как вы получите должность, мои дорогие, или будет такая возможность получить, к примеру, должность, о которой вы мечтали. Все-таки 8 пентаклей – это карта профессионала. Это когда вы сегодня профессионал, и когда вы строите свое уверенное завтра, причем делаете это тоже хорошо. Но рядом у нас 5 мечей. И вот та ситуация, о которой я сейчас говорила, это предложить могут должность вам, или каким-то образом вы ее можете получить, а на нее другой уже глаз положил, и вам с этим другим придется по 5 мечей. Но где-то Соломоново решение или выстраивать траекторию новых взаимоотношений. Может быть и так. Поэтому быть дипломатом, вот эта карта дуальности. Не торопиться с выводами, не торопиться своими суждениями и обнародованием их, держать руку на пульсе, и вместе с тем, если и действовать, то тогда действовать очень аккуратно. А может быть для вас, и как раз карта говорит, какие-то курсы для кого-то проиграются именно так. Вы можете принять решение, мы говорим про обучение, все-таки 3 пентаклей. Тогда я могу сказать, что пройдя какой-то курс обучения, вы будете наиболее востребованным специалистом. Просто тогда одна и вторая карта друг друга дополняют. Что по финансам, хотя деньги будут? У кого-то может быть желание уйти, хлопнув дверью. Вот не делайте этого, мы уже этот вопрос с вами обсудили. По 8 чаш это уход, безусловно. И для кого-то из вас проиграется так, что вы будете менять работу или направление вашей деятельности. Или, мои дорогие, на работе вашей происходят изменения, на вашей организации точнее. Может быть, смена руководства или тактика руководства меняется, потому что новые приказы приходят или какое-то новое руководство, и вам тоже как-то нужно подстроиться. И тогда эта 8 чаш будет говорить, что с одной стороны мы ищем выход, и мы его находим. Или мы ищем выход, может быть, как нейтрализовать какую-то прежнюю сложную ситуацию, которая была сопряжена с конфликтом. И у вас это получится. У вас на этой неделе прекрасно будет получаться со всеми договариваться. Это потребует от вас душевных сил не настаивать на своем. Вы можете столкнуться с людьми теми, которые с вами в принципе не согласны. И задача не усилить конфронтацию, а договориться. Хотя будет желание настоять на своем, 15-й старший аркан, когда вы, может быть, в какой-то позиции даже более правы, но здесь не столько правоту доказать, как не создать какого-то конфликта. Это будет для вас, мои дорогие, важнее. Но ведь если мы говорим как смена должности, я бы вообще сказала, мои дорогие стрельцы, для вас как хорошо пробовать себя в новом деле, так и построить карьеру, осуществить какой-то свой амбициозный план на вторую половину 2024 года. Это неплохо. Но, наверное, эта неделя еще не говорит о рывкообразных движениях. Здесь вам придется делить надвое. Или действовать, я бы сказала, пока с оглядкой. По деньгам здесь тоже могут быть перемены. Но страховать себя – это будет хорошей практикой. Нам говорят, бездействие тоже не поможет. Этому сейчас не время. Но и
импульсивным вашим решениям или импульсивному уходу, этому тоже сейчас будет не время. Я повторюсь в очередной раз, вам придется быть дипломатом, это для пользы дела. Точно, все то, что я сейчас говорила. Король Пентаклей. У кого-то, может, на семейную, личную жизнь или жизнь в паре у вас там все прекрасно. И в целом карта мне говорит, что за эту неделю, это не такой большой срок, какие-то изменения могут быть глобальные. Но могут быть и по личной жизни, как ваши думы, намерения, планы, цели. И тогда мы не должны себе навредить и по части личной жизни. Для кого-то из вас это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, или имеет там асцендент, Телец, Дева, Козерог, который как раз поддержит вас. И вы знаете, вы с своим любимым человеком или с близким человеком тоже можете где-то быть не согласны. Потому что он видит совершенно по-другому какую-то концепцию. Ведь король Пентаклей – великий консерватор. И этот консерватор или консерватизм, это может быть как и спасение, так и наказание. И будет важно тогда не поссориться. Вот конкретно вам говорю так. Но также с учетом 15-го аркана вопросы страсти, любви. Как любовь с новой силой, как жажда быть вместе, слышать, видеть друг друга. Очень сильное чувство, которое вас вместе может объединить. Может быть, с учетом короля Пентаклей и его консерватизма, это вы как раз, мои дорогие стрельцы, благодаря вашему огню сумеете зажечь заново ваши отношения, которые, может быть, длительное время, ну вот как-то утратили драйв. И здесь вы будете что-то вместе планировать, вполне вероятно, и это тоже интересная неделя. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.